В новой серии сериала Ася начинает видеть тревожные сны, в которых Парс якобы изменяет ей с Гюль. Эти видения не дают ей покоя и постепенно усиливают ее внутреннее напряжение. Наконец она решается поделиться своими переживаниями с Парсом. Он уверяет ее, что никогда не предаст, пока она рядом с ним. Но даже его слова не способны полностью успокоить ее сердце. Тем временем Лейла активно пользуется ситуацией. Она ловко играет на чувствах Аси, подогревая ее ревность и заставляя сомневаться в Парсе. Несмотря на то, что Ася понимает истинные намерения Лейли, она все равно не может игнорировать ее слова, слишком сильные ее чувства. Приходит срок дней со дня смерти Чинара, и Ася организует поминальный ужин, собрав всю семью. Это событие приносит облегчение и радость как Алишану, так и Султан Ханым. Однако именно в этот момент Алишан делает неожиданные заявления. Он уходит не только с поста в компании, но и предает свое место в семье Парсу. Эта новость становится настоящим потрясением для его жены и дочери. Лейла резко встает против, но Алишан твердо поддерживает Парса. Сам Парс сначала не хочет принимать такую ответственность, однако под давлением Алишана и Султана Ханым соглашается. В итоге он становится главным в семье, а Ася занимает место рядом с ним, как его жена. Левант, увидев это, не может скрыть свои зависти и раздражения. Его неприязнь к Парсу становится все более явной. По всей натуре он человек надежный и легко поддается соблазнам. Он даже попытается изменить Налан с домработницей Надей. Налан же до последнего старается верить мужу, не подозревая, насколько далеко он может зайти. Лейла продолжает строить планы против Парса и Аси. Она пытается рассорить их, мечтая о том, чтобы Парс стал жертвой старой вражды и исчез из их жизни. Ради этого она идет на все, даже втягивает Гуль в свои интриги. Однако со временем Парс начинает понимать, что против него ведется игра, и старается противостоять этому. Дуру поначалу настроение против Парса, но ее стремление к справедливости и влияние Ямана постепенно меняет ее отношение. В итоге она становится на сторону Парса и помогает ему. Чувствуя ответственность за семью, Парс берет Дуру под свою защиту и приводит ее жить в дом, фактически не оставляя ей выбора. Алишан искренне благодарен Парсу за то, что тот смог объединить всех детей под одной крышей. Яман также играет важную роль, поддерживая Парса. Благодаря ему Дуру перестает создаваться проблемы и даже начинает испытывать к нему чувства. Яман тоже не остается равнодушным, он старается быть рядом и защищать ее. Когда Дуру узнает, что для Ямана подбирают покровительницу, она начинает ревновать и сама решает занять это место, пока Яман еще не до конца осознает, что стал частью этой семьи. Но со временем это, вероятно, изменится. Отдельное внимание заслуживает линия Дуру и Яман. Их отношения только начинают развиваться, и впереди у них еще много испытаний. Тем временем Гуль вместе с матерью продолжает попытки вернуть Парса. В союзе с Лейлом она снимается в рекламной кампании. Компания получает за это крупное вознаграждение. Султан Ханым узнает, что в прошлом между Парсом и Гульш были чувства. Опасаясь последствий, она обращается к Асиму и платит ему, чтобы он держал дочь подальше от Парса. Асим соглашается, но его жена Игуль продолжает действовать по-своему и вмешиваться в жизни Парса и Аси. Узнав правду о Гюль, Ася решает больше не молчать. Она начинает бороться за свою любовь и старается не подпускать соперниц к Парсу. Однако Гуль продолжает находить способы вмешиваться в их отношения. Гуль остается главной противницей в этой истории, персонажем, вызывающим сильнее негативные эмоции, но без такого героя
родиться ни одной драматической истории, поэтому остается только наблюдать за развитием событий. А как вы оцените происходящее в сериале? Делитесь своими мнениями в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Берегите себя.